Артбит, музыка нового тысячелетия, сделана в России. С вами Николай Бегник-Багайчук. В этом году свое 70-летие отмечает легендарный эстонский джазовый пианист Тину Найса. Тину Найса – человек, который является неотъемлемой частью как советской эстрадной и джазовой музыки, так и, конечно же, эстонской музыки. Так получилось, что он не настолько известен, как его современники Яак Йолла или Тынис Мяги, Анни Бески или те же рокеры Гуннар Грабс и Свен Грюнберг. И даже не столь известен у нас в стране, как его коллега, тоже джазовый пианист Рейн Ранап, который удостоился попадания в свое время на центральное телевидение. Но Тину Найса – это одна из самых ярчайших страниц нашего отечественного джаза и, конечно же, ярчайшая звезда эстонской культуры. Мне очень приятно, что к его 70-летию нам, нашей команде, удалось выпустить несколько альбомов, поскольку мы считаем Тину нашим большим другом, надеюсь, он нас тоже. Мы очень дорожим нашим отношением с ним и его теплым дружеским отношением к нам. Итак, вернемся к музыке. Мне очень приятно сказать, что буквально недавно, на днях, вышла новая долгоиграющая пластинка Тину Найса. На этот раз это дуэт вместе с легендарным, уже легендарным и, наверное, самым востребованным барабанщиком в нашей стране Петром Ившиным. Это вторая часть альбома Hammond and Drums, где Тину играет на Hammond-органе, а Петр Ившин на барабанах. Эта пластинка – продолжение вышедшей полгода тому назад первой части этого альбома, которая также называлась Hammond and Drums, но Volume One, то есть первая часть. Для ценителей музыки, скорее, это не совсем мейнстримовый джаз. В нем вкрапления и арт, и прогрессив музыки. И те, кто любит, например, Кита Эмерсона или Кена Хенсли, скажем так, да, людей, которых в совершенстве владели Hammond-органом, или, скажем, например, Джои Ди Франческо, не разочаруются и с удовольствием будут слушать эти записи. Для тех, кто вот прямо вот сейчас увидел, загорелся и захотел это приобрести, милости прошу, Артбит Store, Бегник Pro, там это уже в ближайшее время появится и будет доступно для приобретения. Ну, а началась наша вся эта красивая история с Тину Найса, с нашего знакомства с ним в городе Таллине. Так получилось, что мы очень долго с ним общались. Мне очень приятно, что он уделил мне столько своего времени. Нам было о чем поговорить, что вспомнить. Несмотря на разницу не настолько значительную в нашем возрасте, тем не менее, этот человек, конечно, обладает колоссальным количеством и информации, и всевозможного, как говорится, потенциала творческого. И слава богу, что мы нашли общий язык, и первым, скажем так, вот серьезным делом, которое мы сделали совместно, это альбом Foreign Affairs. Двойная пластинка, которая была записана на студии Cinelab. Этот альбом содержит две пластинки, первая из которых это соло, где он играет на потрясающем Стейнвей, и в паре композиций ему помогает Андрей Разин, лидер трио «Второе приближение». А вот вторая пластинка – это уже квартет вместе с московскими музыкантами Алексеем Кругловым, барабанщиком Петром Ившиным, которого я уже сегодня поминал, и контрабасистом Виктором Шестаком. Музыканты записали потрясающую работу. Часть из нее, в качестве анонса скажу, осталась неизданной на виниле. И я надеюсь, что в начале следующего года мы обязательно это издадим отдельным виниловым диском. Кстати, для тех поклонников, которые любят Тину именно исключительно как сольного пианиста, мы с моими эстонскими партнерами, за что им громадное спасибо, наши коллеги в этом поучаствовали, издали вот этот потрясающий альбом «Гимн солнцу».
который содержит как раз вот первую пластинку, материал первой пластинки двойника Foreign Affair, то есть там полностью сольная работа Тину Найса и вот эти два дуэта с Андреем Разиным, о которых я говорил. Кстати, я хочу отметить, что на всех этих записях звучит авторская музыка, преимущественно написано Тину Найса, в отличие, единственное, на квартетах там есть еще две композиции Алексея Круглова, нашего московского саксофониста. Ну и, наконец, наша вишенка на тортике сегодня, куда же без нее. Альбом The Times We Had, альбом джазовых баллад от Тину Найса с вот этой потрясающей обложкой, фото которой сделала моя дочь Мария Богачук, за что ей громадное спасибо. Вот действительно, вот уж обложка полностью соответствует тому, что находится внутри. Это смотровая площадка города Таллина, где, как говорится, получилось так, что мы побывали с моей семьей. Кстати, вот это название The Times We Had, это действительно было написано на смотровой, вот именно на вот этом доме. Александр Медведев, наш коллега и партнер, он дописал только вот Тину Найса. Альбом полностью продюсерский. Объясню почему. Дело в том, что есть некая концепция, есть некое то, за что ты можешь зацепиться. Но иногда вот с такими музыкантами, как Тину Найса, а ему громадное спасибо за то, что он очень плодотворный музыкант и очень творческий. Иногда бывает в тот момент, когда некоторые музыканты бегут там чашечку кофе выпить или, например, там сигаретку выкурить. Вот Тину Найса в этот момент может остаться за роялем и что-то напросто вот наигрывать какие-то мелодии, какие-то зарисовки. Вот из таких мелодий, зарисовок, но уже оформленных в композиции, и создан этот альбом. Это то, что можно назвать аутейками, то есть композиции, которые не входят в основные альбомы, но они от этого не становятся хуже, поверьте мне. И вот эта пластинка, которая сегодня, ну, так уж получается, что она становится дефицитом, всего 100 копий. А, кстати, и Foreign Affair тоже был напечатан, всего количестве 100 копий. Тем другим пластинкам чуть больше повезло, 300 и 500. А вот эта пластинка уже стала большим раритетом, и поэтому коллекционеры всего мира, а Тину его очень любят и в Японии, и в Европе, за этой пластиночкой уже начинают гоняться. У вас еще есть такая возможность, несколько копий есть на нашем сайте, и вы можете их приобрести. На этом все, друзья мои. Пишите в комментариях, ставьте лайки, пишите, с кем бы вам хотелось встретиться в наших программах. Всего вам самого хорошего, не болейте и до новых встреч!